Всем привет, меня зовут Анастасия, рада вас видеть всех на своем канале. Кто не знает, мы с недавних времен живем в горной деревне Турции. И в этом видео я вам хочу рассказать и показать, каково это, о плюсах и минусах. Наша деревня находится в 4 километрах от приморского городочка Измира. Если от деревни вниз по дороге спуститься, то мы попадем сразу к морю. Самый первый большой плюс – это, конечно же, жилье. Аренда квартир в городе, в центре – это в 3-4, возможно, и больше раза дороже, чем в деревне. Мы в том году снимали квартиру 2+1 за 8 тысяч. И когда он нам поднял до 25 тысяч лир, мы решили переехать в деревню, в горную деревню, там, где от бабушки остался дом. И в чем, конечно, мы совершенно не пожалели. У меня здесь находится по соседству молодая семья турецкая, и они снимают домик с участком трехкомнатное за 5 тысяч. Еще один большой плюс – это здесь у всех плановые дома с участком, и нет соседей ни сверху и ни снизу. Это была для меня лично большой проблемой в съемной квартире, так как новые дома этажные в Турции строят с катастрофически хорошей слышимостью. То есть, если у меня соседка сверху ходила пописать, я от начала до конца весь этот процесс очень хорошо слышала. У меня на родине, я тоже уточню, что я выросла в Средней Азии, в многонациональной стране, в Советском Союзе, и у нас никогда не было проблем с соседями. Все как-то старались потихонечку не мешать друг другу, но здесь, к сожалению, такого я отметить не могу. И это, кстати, заметки и не только мои наблюдения. Еще один плюс – это в деревне здесь есть канализация. Во многих приморских городочках Турции, по крайней мере здесь по Измиру, нет центральной канализации. Есть такая яма, называется чукур, где приходилось вызывать каждые 2-3 месяца специальные госслужбы, где оплата, конечно, совершенно не дешевая. А иногда и не успеешь, что эти какашки идут в обратную сторону и заполняют, в общем, твой дом. Более подробное видео об этой теме у меня есть на канале. В описании оставлю ссылочку, заходите смотреть. Следующий плюс жизни в деревне – это ты здесь никогда не останешься голодной. Не только разводишь свою скотину, курочек и сажаешь огород, но еще здесь постоянно какие-то посиделки, постоянно какие-то мероприятия. Об этом у меня тоже есть подробное видео, оставлю ссылочку внизу. Также здесь соседи друг к другу ходят в гости и пакетами тащат гостинцев. Кто что выращивает, кто чем богат, кто чем занимается, в общем, друг с другом делят. Если вы живете в деревне, напишите, поделитесь в комментариях, похожа ли у вас культура, мне было бы очень интересно. Кстати, деревенские жители в Турции считаются богатыми. Частый вопрос от моих подписчиков, как мы отапливаемся зимой в деревне. Лично мы отапливаемся сплит-системой, климат-кондиционер, так как в деревне нет центрального газа и отопления. А готовлю я на газовой плите. Вот такая у меня газовая плита, которая подключается к газовому баллону. Вот здесь мы его так спрятали под шкафом. А так, конечно, все жители деревни пользуются печью и отапливаются, кстати, оливковыми дровами, потому что оливковые дрова, оливковые деревья очень хорошо горят, потому что выделяют
свое масло хорошо и долго. В общем, плюсов в жизни в деревне лично для меня очень-очень много. Поэтому, если вам интересна эта тема, в комментариях напишите слово «деревня», и я постараюсь вам еще больше видео на эту тему записать. Наконец-то подошли мы к минусам, и лично для меня есть один единственный минус – это дорога, это транспорт. В деревне автобус приезжает государственный только 2 раза в день. Это в 10 утра и в 4 дня. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Это, конечно же, все до пятницы, потому что в пятницу у нас в центре внизу базарный день, и автобус приезжает только в час, а в субботу-воскресенье его нет. Но если у тебя есть машина, то это, конечно же, тоже не проблема. Тут, наверное, у вас созрел вопрос, а как же добираются дети в школу? В самой деревне школы нет, она находится, опять же, в центре внизу. Государство выделяет автобус для деревенских детей. У нас лично абсолютно бесплатно. Утром забирают детей, вечером их возвращают. И еще прилагается питание 1 раз в день. Еще один такой для меня лично совсем маленький минус – это то, что в деревне здесь нет магазинов. Единственное, что в каждые 3 дня, так сильно дождик пошел, не знаю, слышно вам, нет? Хотела вам сегодня красоту на природе снять, но, к сожалению, не получилось. У нас теперь 4 дня дождь. В общем, лично для меня маленький минус – нет магазинов. Но есть грузовик, который приезжает сюда с овощами или фруктами каждые 3 дня. Вам еще, наверное, интересно, можно ли дойти пешком с деревни вниз. Да, конечно, можно, но если вам не посчастливится по дороге встретить какого-нибудь маньяка, либо кабанчика дикого, либо еще хуже собак. Кстати, в Турции очень популярна культура мангала. Типа гриль, наверное, по-русски. Справьте меня в комментариях, как это точно называется. Его готовят все и везде. Его готовят на балконах, его готовят возле подъезда. И еще один большой плюс, когда есть у тебя дом с участком, где ты можешь спокойно этим всем заниматься, как делаем это мы. К нам приехали гости, девочка здесь живет уже больше 20 лет, замужем за турка, она сама из Молдавии, и ее муж занимается вот такими вкусняшками. Он нам замариновал ляжки индюшки, сейчас заворачивает их в жир и будет завязывать веревками. А это, знакомьтесь, мой муженек. Сейчас все это будем жарить. Запах здесь стоит в округе потрясающий, вам просто не могу передать. Вау. 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 Турки сами по себе очень большие семьянины, и у них любые посиделки, они всегда обходятся вместе с семьями. Устраивают вот такие пикники, мангалы, в общем, все в этом роде. Мой муж совершенно не любит сниматься в моих роликах, прям большим трудом. В турецких деревнях кушают все на полу. Это, кстати, очень даже полезно. Если вам было интересно это видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями.